Друзья мои, всем привет из Луганска. У нас сегодня 31 декабря, уже вечер, осталось буквально несколько часов до Нового года. У нас все красиво, украшено, видите, шоколадный бар. Правда, не знаю, есть ли у них тут новогодние вечеринки или нет, но вроде бар работает, машин нету. Ну, сегодня все-таки время такое, наверное, большая часть народа все-таки будет праздновать дома. А так все украшено. Ну, у нас стоит теплая погода такая, где-то плюс 4, плюс 5. Даже ночью, в принципе, заморозков нет. Ну и, соответственно, снега нету. Несколько дней шли дожди. Ну, сейчас вроде более-менее сухо. Сейчас у нас 6:30 вечера. Решил я немножко пораньше пройтись. Но народ все равно уже празднует. Потому что видео еще надо вам смонтировать и до Нового года выложить, чтобы вы посмотрели, какая в Луганске атмосфера на Новый год. Советская, видите, вся красиво украшена. Конечно, снежка не хватает. На панораме сегодня тоже у нас празднование Нового года идет. Но в этом году как-то вроде у них потише. То обычно музыка гремит. Ну да, и бог, не так шумно будет, потому что людям, живущим рядом, конечно, мешает она. Ну, вот так выглядит советская. А вот 7 морей, видите, сегодня не работает. Полностью все темно. Довольно-таки много людей гуляет. Да, кстати, друзья мои, камера DJI Pocket 3 моя приехала в четверг. Успел я ее получить на почте. Проблемы на сортировках. Так и сказали на почте, ну ничего. В общем, снимаем на нее. Надеюсь, картинка вам понравится. У нее есть специальный режим для плохого освещения и для вечерней съемки. Тем временем мы пришли к храму умиления. Он сейчас в реконструкции в полной. И, соответственно, сейчас красиво он не подсвечен. А вот у нас Божья Матерь. Такой вот здесь вот памятный знак. И возле, видите, какая красивая карета с оленями. Все, конечно же, возле нее фотографируются. А так, видите, здесь парк отремонтировали тоже, освещение сделали. Ну и в теплое время года здесь уже работает фонтан. Ну, парк, правда, тут фонтан запустили уже, по-моему, осенью только. Видите, много машин, все куда-то спешат. Мы сейчас с вами прогуляемся по Советской, в ЛКСМ заглянем, или Молодую гвардию, и закончим наше путешествие на елочке. Так как еще не поздно, видите, много родителей с детьми гуляют. Но на Советской еще сейчас немного. Я думаю, сейчас придет в парк. С вами в парке будет много людей. А тем временем мы с вами подошли к улице Героя Зазулина. Перекресток Советской. Ну и гостиница наша Лугань. Вроде ее ремонтировать должны, но пока что-то не ясно с ней. А так тоже, видите, перекресток красиво украшенный. Видите, опять шарики какие-то тут у нас светятся. Но благо, что нету дождя, друзья мои, потому что какой-то год, помню, на Новый год шел дождь, был туман. В общем, погода была не очень-то приятная. Вдалеке он Перник виднеется. И он торговый центр Россия. И мы сейчас с вами спустимся в подземный переход и пойдем по другой стороне назад. Переход вроде пока целый. Не успели его разнести и поразрисовывать. Вот.
Да, единственное, конечно, когда-то давно здесь были двери внутри магазина, и было, конечно, внутри тепло. Сейчас переход полностью открытый, поэтому, конечно, по нему гуляют сквозняки. Гляньте, на остановке даже люди еще стоят, ждут транспорт. Куда-то на Новый год ехать в гости. Молодежь гуляет. Ну, это, скорее всего, студентки педуниверситета. А вот эта кафешка, кстати, видите, работает. Ну, часть кафе какая-то все-таки работает. Ну, у нас же комендантский час отменен. До 8 числа, по-моему. Все, друзья мои, неплохо. Единственное, небольшой ветерок, конечно. Здорово, конечно, когда в городе вот такое хорошее освещение и все украшено. Но, конечно, напомню вам, что это только пока на центральных улицах. Дальше, конечно, еще много-много работы предстоит. Да, здесь даже по советской, вот видите, иллюминации практически на магазинах нету. Вывески есть, а иллюминации нету. Но я думаю, что со временем все наладится. Панорама зато бывшая Алкуба, видите, переливается всеми огнями. И на шпилевых домах, видите, подсветку в этом году включили. Не помню, в прошлом году она была или нет, но очень красиво, конечно, центр смотрится. Сейчас еще на елочку сходим. И в парк ЛКСМ. Я вот после того, как это все нарядили, еще там не был. Вот мы и на площади Героев Великой Отечественной войны. Здесь, как всегда, вот такие красивые рамочки ворота. И елочки стоят украшенные. И сюда, как всегда, все ходят фотографироваться. В принципе, все чисто, убрано. А сейчас ближе подойдем на елочку, посмотрим. Вот такая вот красавица. Ну, по-моему, их в последнее время вот эти елки все, конечно, ставят искусственные. С одной стороны, в принципе, елочки жалко, а с другой стороны, конечно, натуральные смотрятся красивее. Но не напасешься на нас елок натуральных, поэтому пусть ставят, конечно, искусственные. Мы переживем. Второй шпилевой тоже, там, видите, как красиво светится весь. Интересно, докуда советская украшена? Туда Логаевого или здесь только по центру? Да, кстати, друзья мои, вот это вот видео с этой камеры я выкладываю без какой-либо обработки, то есть такое, какое снимает камера. Так что, если с телефона и приходится и со старой камеры немножко обрабатывать, то здесь она вот сразу так прикольно снимает. Не знаю, пишите в комментариях, нравится или нет вам. Мне очень нравится. А здесь, видите, новогодний концерт идет возле закусочной. Молодцы. Положили девчонки немножко денег за старание. Идем с вами дальше. Ну, здесь количество людей у нас уже увеличивается. Потому что с этой остановки люди все ездят туда на Юбилейный, на Мирный, на Южный. Здесь всегда людей много. Да, город, конечно, прямо оживает. Вот Челси, видите, сегодня работает. Светится гирляндами. Но шумной музыки не слышно. Обычно у них караоке громко-громко. Ну, может, еще рано. Народ, наверное, ближе туда 9 к 10 будет подтягиваться. А сейчас у нас еще
Вот пока 7 часов нету. Суши Хаус, видите, у них доставка на таком прикольном электровелосипеде работает. У них, по-моему, еще один какой-то есть. И, по-моему, машина у них тоже доставки есть. Ну, видите, здесь вот что-то новое пооткрывалось. Лугаторг. И вывески вон какие-то новые, иллюминации. А центральный, видите, торговый центр в этом году. Украсили весь гирляндами. Видите, он красивый какой. Заходим с вами в парк ВЛКСМ. Все освещено. Гирляндочек много. Вообще, конечно, тоже классный парк сделали. Большое спасибо России за этот парк, потому что он, конечно, в самом центре, но кроме площади Героев, там парк. Ну, там вот повеселее был, но тоже надо уже его ремонтировать. А этот парк, конечно, он такой большой довольно-таки. И он, конечно, такой неухоженный был. В принципе, ну, как чисто убрано, но плитка старая, все старое было. Сейчас, конечно, положили новую плитку, но я надеюсь, что она по качеству получше, конечно, и будет дольше служить. Тоже на спортивной площадке кто-то есть. Но все-таки к вечеру прохладней. И ветерок такой. Но днем, наверное, вполне кто-то во что-то играл и спортом занимался. Вдалеке вон кафешка на углу Сент-Этьеновской, Котельников светится. Видите, туда ближе к 30-й школе. И здесь вот. А вот здесь, видите, кстати, на качелях даже дети катаются. Хотя прохладно, но дети, наверное, тепло одеты. А он, кстати, вдалеке елочка. Сейчас подойдем с вами, посмотрим. И наши телевизионные вышки. Кстати, интересно, почему-то в этом году иллюминациями не светятся. Это большие-большие дубы. Их украсили, видите, гирляндами, как они переливаются. А здесь вот такой вот снеговичок стоит, видите, мигает прямо так. Тоже хорошее место для фотографирования. Вот здесь карета. Такая для фотографирования, рамочка. Да, вот кафешка, гляньте, какая красивая, украшенная. Вот были бы все так кафешки и магазины украшены, город бы стал бы, конечно, красивее. Но она, кстати, не только на Новый год, она и так всегда красивая, вся украшенная, светится. Интересно, новогоднюю ночь будут там корпоративы или праздники? В центре у нас вот тут клумбы роз, но сейчас холодно. А вот бюсты молодогвардейцев здесь реставрированные. И с этой, и с другой стороны. А здесь дедушка Ленин, опять молодой. Так, а вот у нас елочка. Здесь не такая большая, но все равно красивая. Люди возле нее фотографируются. На площадке для катания на роликах и скейтах никого. Ну, холодно, да и уже праздновать надо. Вот такая вот красавица. А мы сверху над ней, да, такие? Сверху такие. Пришли мы с вами к фонтанчику. Фонтан, видите, тоже украсили такими вот дугами. Имитация работы фонтана в зимнее время. Да, повторюсь, конечно, снежка не хватает. Ну что ж, такая вот у нас зима. Вообще климат поменялся. Наверное, опять морозы, и снег туда будет в феврале, в марте, как и в прошлом году. Вон, гляньте, как красиво нижний вход, украшенный гирляндами весь светится. А вот качели, кстати. Заметил, что вот на качелях, что в парке Щорса, что здесь, хоть и холодно, но все равно люди катаются. Вот такая здесь красивая гирлянда вблизи.
Тоже здесь все фотографируются возле нее. А здесь у нас памятник защитникам, добровольцам. Видите, он тут хорошо освещен и хорошо видно. Солдат и ребенок. Подходим ближе к елочке. Здесь опять пошли гирлянды, украшения. Людей побольше сразу. Напоминаю вам, сегодня у нас 31 декабря, уже 7 часов. До Нового года осталось всего 5 часов. Здесь молодежи много. Мне. О, елочку уже видно. На шаурму. Здесь движение не перекрыто, только возле самой елки. Знаете, сколько машин много. Приехали все на елочку. Заходим с вами на площадь. Кафешки, кстати, тоже смотрю, работают. Здесь вот говорят тоже вкусная шаурма, бургеры. Все никак не доберусь. А здесь тоже ларечки с фастфудом привезли, стоят. Молодежь вся в шапочках, рожках. Здесь на машинках вон катаются. Электрических. Все тоже в гирляндах. А здесь, кстати, я смотрю, это бросать что-то надо. Ну, призы, мягкие игрушки, кофе, сладкая вата. Людей прям много. Друзья мои, еще раз всех с наступающим Новым годом. Всем желаю крепкого здоровья, мирного неба. Все блестит, все мигает. О, шар какой красивый. Ну, еще и переставим, как нам надо. Бенгальские огни жгут. Много молодежи, много детей. И там дальше, видите, тоже какие-то аттракционы. Вон тир. Тоже шарики надо прокалывать. Тоже развлечения всякие. Там кофеечек. И, кстати, видите, тоже хлебное место и кафешка рядом тоже работает. Здесь немножко аттракционов
привезли. Я люблю Луганск. О, а здесь вон паровоз, гляньте, побольше, посерьезней. Агрегат. А здесь на площади большое количество проката детского электротранспорта. Причем я так понял, что есть с пультами управления, а есть, что детки сами рулят. А он есть и на педалях. Да, нету снега, нету саней и нету коньков. А это наш русский драматический театр. Вот так, друзья мои, Луганск встречает 24-й год. До Нового года осталось немножко больше 4 часов. А здесь вот такая упряжка с санями. С Дедом Морозом и Снегурочкой. И очередь на фотографирование. Тоже очередь на фотографирование. Дорогие мои, подходит к концу наша сегодняшняя прогулка. До Нового года осталось совсем немного, поэтому, как и все, поздравлю вас с наступающим Новым годом. Пожелаю вам всех благ. Кстати, Новый год уже в каких-то частях России уже наступил, да? У нас Камчатка уже отпраздновал, уже, наверное, даже спит. Поэтому всех с наступающим и с наступившим Новым годом. Желаю вам в Новом году, чтобы сбылись все ваши мечты. Как всегда, желаю крепкого здоровья, мирного неба, всех в общем благ, друзья мои. А вы не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать ваши комментарии обязательно. В новом году будет еще больше интересных видео. Надеюсь, все у нас будет, все у нас получится. Ну и все, друзья, давайте, мои дорогие, еще раз вас всех с Новым годом. Я вас всех люблю. Давайте, пока-пока.